Настоящий материал — информация. Произведен, распространен иностранным агентом Дудем Юрием Александровичем, либо касается деятельности иностранного агента Дудя Юрия Александровича. А что они делали на работе? Конечно, тетрис дулись. Пам-парам. Алексей, я не хочу умереть здесь, в России. Пам-пам-пам-пам. Всем известно, в чем у него руки. И это реально так вот живут на этом Марсе. Но поезда туда не ходят. Бабах, вот смотри, ты за это за все в ответе. Алексей, вы автор одной из самых популярных видеоигр в истории. У нас появилась возможность приехать к вам, в то место, где вы живете, и немного пообщаться. Поэтому мы за сегодняшний день с вами общаемся здесь, общаемся, гуляя по городу, и говорим, во-первых, про вас, а во-вторых, про времена. Алексей, я видел это, когда готовился, но хотел увидеть своими глазами. Ну да, она покоцанная только очень. Ну, я про номер. так. Это легко делается? Ну, это стоит денежек, но, в общем, да. Если такого номера больше нет в штате, то пожалуйста. У моего сына две машины на его большую семью. Одна карета, а другая корыта. И у него просто написано «Корыто». Ну, по-русски, русскими буквами. K-P-E-T-A. Карета. А у моего еще большого друга Лени Поздно, у него машина просто называется «Номера», написано по-русски. Номера. То есть все прикалываются, как хотят. И это легальная процедура? Да. А сколько это может стоить? 1000-2000 долларов? Не, гораздо дешевле. Ну, там, я не знаю, там $300 в год примерно. Так. Одна из самых неожиданных штуковин в вашем городе — это вот этот памятник. Вы знаете историю, как он здесь оказался? Ну, такую вкратце я слышал эту историю. В свое время он стоял просто на участке у владельца этого памятника, который привез его сюда. А мы там на 7 ноября решали там устраивать демонстрацию, пить водку и ходить вокруг Ленина. А вы так делали? Один раз, по-моему, мы дошли, но второй раз как-то мы его не нашли с пьяну и просто поехали куда-то праздновать. А это такая мета-ирония была, да? Ну, конечно. Как я понял, учитель английского, который жил в Чехословакии тогда еще, нашел этот памятник в Попроде. Это словацкий город, и сюда его перетащил. Причем он же огромный, и было интересно, как он доедет. А его пилили на несколько частей. Да, по-моему, доставка стоила гораздо дороже, собственно, статуи, я думаю. А с ним что только не делают, и вот краска на руках сейчас, я так понимаю, это же совсем простая иллюзия, да? Ну да. Это кровь. Да, разумеется, это, так сказать, всем известно, в чем у него руки. Как вы относитесь к Ленину? Я всю жизнь его ненавидел, просто люто. Вот персонально. Но какое-то время я о нем не думал, последние лет 20. И вот сейчас вы меня как бы поймали этим вопросом на неожиданности, потому что при всей его как бы полной аморальности и явном воплощении зла, и деспотизма, и всех вот этих вот диктаторских замашек, все-таки приходится признать, что он был заметной исторической фигурой. Он все-таки... Понимаете, вот не хочется называть гением человека, но вот в политике он был гением. Почему мы не хотим называть вот гением или талантов плохих людей, вы знаете? Ну, возможно, есть желание верить, что... Талант и гений несовместимы. даны Богом.
Как Бог такому подонку дал талант? Вот это не укладывается в голове человека. Поэтому мы говорим, что он талант или гений, но все-таки с некоторой такой задержкой. Мы в Риге. Мы здесь, потому что, возможно, ни в одном другом городе мира не ценят профессию трубочиста так, как здесь. Вот эта скульптура, трубочист и каменщик, появилась в 2007 году. Через 3 года в колледже Альберта появился еще один памятник. А еще в Риге есть дом трубочиста. Латвийское братство трубочистов появилось в 1738 году и продолжает действовать до сих пор. А когда в 2008 году Банк Латвии проводил голосование о том, что должно быть изображено на юбилейной монете в 1 лат, это тогдашняя национальная валюта, до того, как Латвия перешла на евро, в голосовании победил именно трубочист. При этом, если вам кажется, что все это дань традициям и самой профессии давно не существует, это не так. Например, мы прямо сейчас находимся в районе, где очень много домов с печным отоплением, и трубочист здесь по-прежнему востребованная работа. Или, например, мои друзья живут в Риге, в многоквартирном доме, и к ним с проверкой регулярно приходит трубочист. Обратите внимание на орудие труда. Поговорить о профессиях и специалистах мы решили, потому что эта интеграция про онлайн-сервис «Профи», где можно найти более 2,5 миллионов специалистов из самых разных сфер. Мы уже несколько раз рассказывали про «Профи». Напомню главное. На «Профи» вы можете найти специалистов почти на все случаи жизни. От электриков и сантехников до дизайнеров и архитекторов. Среди них много тех, кто оказывает услуги дистанционно. Репетиторы готовят к экзаменам, бухгалтера консультируют по налогам, юристы помогают в составлении документов. Если вы планируете ремонт, на «Профи» большой выбор мастеров, которым можно доверить весь процесс под ключ. А клинеры помогут с уборкой и наведут порядок. Кстати, трубочисты на «Профи», ну или специалисты, готовы решить любую проблему с вашим камином, тоже есть. Найти нужного вам специалиста можно всего в несколько кликов. Описываем задачу, сроки и подходящий для вас ценовой диапазон. После этого ждем откликов и выбираем специалиста по рейтингу и отзывам. Все очень просто и понятно. А если вы сами специалист, установите отдельное приложение «Профи» для специалистов, чтобы находить себе новых клиентов и получать больше заказов. Скачать «Профи» можно по ссылкам в описании или по этому QR-коду. Переходим и пользуемся «Профи». Сразу оговоримся. В этом интервью не будет детальной истории Тетриса. Вы несколько лет назад давали интервью моей коллеге Елизавете Осетинской, и там вы подробно на русском языке рассказали, как Тетрис появился, что произошло потом, во всех деталях. Поэтому ссылка на то интервью в описании. Пересказывать все смысла не имеет. Я буду только уточняющие вопросы задавать, которые мне остались неясны по мотивам вот этого пути Тетриса к всемирной славе. Один из первых вопросов, который у меня возникает, когда я читаю любые тексты или смотрю видео про Тетрис. Тетрис стал популярен и распространился по всему соцблоку благодаря персональным компьютерам. Вопрос. У кого в России в конце 80-х были персональные компьютеры? И сколько их было? Ни у кого не было, но они стояли во многих предприятиях и организациях на работе у людей. А что они делали на работе? Конечно, Тетрис дулись. В России, в Советском Союзе было много организаций, особенно в Москве, всяких научных учреждений. И там распространялись какие-то компьютеры. Там стояли огромные такие ящики, вот эти mainframe 360. Но в качестве таких мини-машин, как они тогда назывались, вот самая младшая модель, которая называлась «Электроника 60», это был компьютер, который умещался на столе, что называется десктоп. У него был такой огромный ящик с внутренним процессором, наверху стоял монитор, на котором были только строчки. Вот, внизу стоял огромный источник питания,
где-то стоял принтер. Ну, в общем и целом, он был очень тяжелый, я много его возил позже, поэтому я уж точно знаю, сколько он весит. Вот, и громоздкий, но это в каком-то смысле был вот по свойствам, не по социальному статусу, а по свойствам. Он, в общем, был как бы персональный компьютер. Потом его немножко улучшили и сделали такой компьютер, который назывался ДВК. ДВК-1, ДВК-2. С теми же свойствами, только хуже работал. Может быть, его продавали. Я, честно говоря, не помню. Но то, что он был в организациях в некоторых и, так сказать, служил для каких-то таких мелких расчетов, это было так. Вам же приходилось много раз проходить через марксизм, ленинизм во время своей учебы. Вы не поверите, большее количество курсов в советское время было, пожалуй, только по гражданской обороне. Я курс гражданской обороны лично прошел 6 раз в своей жизни. Марксизм, ленинизм. Когда вы этим занимались, вы понимаете, что вы тратите время зря? Это не зря, это было как бы вредное занятие, потому что, честно говоря, помимо того, что там говорилась полная чушь и полная как бы пропаганда, я не знаю, вот в советское время слово «пропаганда» было точно синонимом слова «ложь». А то, что лилось на этих идеологических курсах, это была явная, неприкрытая и ничем не скрытая пропаганда. Поэтому, так сказать, в этом смысле сомнений не было, но позже, когда я, в общем, старался учиться хорошо, и даже эти курсы приходилось выучивать, так сказать, досконально. После сдачи экзаменов внутри что-то заводится вредное, что надо потом изживать. Типа инфекция. Вот что-то типа инфекции. Но потом я понял, что на самом деле марксизм можно было учить без участия мозгов. Вот самые последние курсы, которые я готовил и сдавал, я готовился к ним просто готовя вот фразеологию. Я просто прочитывал иногда вслух целые абзацы из учебников или конспектов и так далее. А потом, так сказать, когда слова ложились на такую повседневную лексику, на экзамене достаточно было открыть рот, и он, так сказать, сам что-то вещал по этому поводу без участия практически. Просто по инерции, как заведенная игрушка. Да. А поскольку преподаватели этих предметов, они же тоже люди. Они как-то слышали знакомую фразеологию, у них тоже мозги сразу отрубались. Пока это звучит без мысли, а просто как бы вот в потоке, в нарративе, что говорится, они тебя и не слушали, и оценивали, в общем, по бойкости. То есть, по сути, это такие два люди в режим робота переходили на время, отключали сознание, и два человека без сознания напротив друг друга сидели. Да, такое часто случалось. В моем окружении тетрис у большинства людей был на вот этой вот изгибистой ручной консоли, китайская консоль, которая, насколько я понимаю, называлась Brick Game. Да. Вы много раз рассказывали, что это абсолютно нелицензионная история, которая просто они запиратели и распространяли по всему миру. Что вы чувствовали, когда... Вам же она тоже попадалась в руки наверняка. Попадалась. Когда вот эта штука, которая нелицензионная, но безумно популярная, встречалась вокруг? Я испытывал чувство сожаления, потому что там какие-то вещи были не очень хорошо сделаны. Мне было обидно, что вместо моей игры играют в какое-то, так сказать, нелепое изделие, которое даже не точно повторил. Я не помню, то ли там размер поля был неправильный, то ли как-то линии немножечко не так удалялись, как я планировал, как было в моей версии. Поскольку никаких денег за Тетрис я увидеть в то время не собирался, какие-то вот эти вот соображения меня не волновали в тот момент, но вот то, что как бы вместо авторской версии они какое-то уебище поместили на это устройство, меня очень расстраивало. Тесла. Это потому что удобно? Это мой друг. Друг Хэнк, которого вы видели в фильме. Он купил самую первую еще вот этот, хапстер, мобстер, я не помню, такая была двухместная
первая электрическая Тесла-машина, так сказать, еще до моделей всех. Он ее еще купил. Он абсолютно сдвинутый на... Новинках? Нет, на защите окружающей среды. Он, так сказать, вот все свои деньги сейчас пускает на улучшение климата, отказ от этого всего. И как бы послушав его, я понял, что если у меня там есть немножечко лишних денег, то уж лучше их потратить на то, чтобы как бы не гадить, да? Это же правда, что вы лихач? Да не, ну, конечно, у меня вон вся машина покоцана и, так сказать, тикетов как угодно. Ну, в общем, я не очень лихач. К вам в конце 80-х в Советский Союз приезжала, кажется, из компании Хэнка Роджерса дама, которая потом, вы ее так катали по Москве, что она произносила: «Алексей, я не хочу умереть здесь, в России, Нет, прекрати». она сказала, еще один такой поворот, и мы окажемся в госпитале. Я говорю: Шила, русская больница, это... Ты предпочтешь умереть, я говорю. В русском госпитале ты оказаться не захочешь. Но в этот момент понимаешь, откуда сцена погони в фильме взялась. Ну да. Мы про ее уместность поговорим на сидячем интервью, но представить вас так ведущим, не помню, какая там модель «Жигулей». Да. Реально. Нет, ну по Москве-то там особо не погонял. Не погоняешь, конечно, это тебе не Тесла. Я хотел вас спросить об этом на интервью, а пока мы готовились, выяснилось, что вы даже предмет, о котором я хотел спросить, с собой принесли просто как забавный факт. Есть презерватив с брендированной тетрисом. Да, но, к сожалению, это не без нашего разрешения сделано. Это кого-то, в общем, осветило озарение и сделали такой очень хорошо, так сказать. Вот чувство, когда это самое айпис загоняется в щель, он очень хорошо, очень уместен на этом предмете. Этот айпис фаны в Америке, часть из них, по крайней мере, называют ангелом. И я видел у одного человека, он демонстрировал на руке татуировку, тетрис, и, значит, приди же айпис. Значит, и вот айпис нарисован, приди же ангел. И к нему приделаны такие ангельские крылышки пририсованы. Ну, ангелом, потому что он очень полезен, чтобы в узкую... Совершенно верно, чтобы сразу снять 4 линии. Сиэтл — один из тех городов, где очень много бездомных на улице. Я знаю просто людей, которые очень тяжело, там, понимая все прелести США, они вот просто очень не могут сжиться с тем, что так много людей, находящихся на социальном дне, и государственная машина, вообще никто ничего не может с этим поделать. И они просто вот эмоционально, их эмпатия обостряется в этот момент, и они не могут находиться здесь там, в состоянии полного комфорта. Ну, из-за того, что куча народа постоянно плохо. Вы сталкивались с таким каким-то ощущением? Ну вот я это ощущение не разделяю, потому что как бы каждый человек кузнец своего счастья, и те колоссальные возможности, которые эта страна человеку предоставляет, не были использованы. Ну, значит, так сказать, люди сознательно как бы погружают себя в эту пучину нищеты и разве это всегда сознательно происходит? Я хочу сказать, что даже после как бы крутого банкротства и, так сказать, полного падения восстановиться здесь очень легко, и есть туча и людей, организаций, которые призваны и действительно стараются тебе помочь. Как правило, все-таки в таком положении оказываются такие, в общем, такие маргиналы, в конце концов. Вот по моим убеждениям. Но, честно говоря, я как бы к стыду своему, я довольно мало принимаю участие в социальной жизни моей страны. Ну, вы прям такой, как сейчас, такой суровый капиталист высказались. Что... Юра, понимаете, я сюда приехал как бы с грошом в кармане и не встретил вообще чужак, встретил только понимание, поддержку и не встретил никакой дискриминации, ничего. И я также наблюдал многих соотечественников, которые в то же время приехали, и я практически
не слышал, не то, что не знаю, я не слышал ни об одном как бы человеке, который вот так бы опустился и стал бездомным. Большинство людей сюда в эмиграцию приезжали, попадали в куда худшем, чем я, состоянии. Я все-таки уже игру издал и был по-своему, там, так сказать, частично знаменит, поэтому я там, может быть, и не типичный пример в этом смысле. Вот это вот большое озеро, вот сейчас мы покинули как бы Сиэтл и приезжаем в нашу маленькую деревню. Вот здесь где-то дом Гейтса, один из этих. Вот такой, вот самый. Который на берегу? Да, вот на этом берегу, вот он на этом участке. Билл Гейтс родом из Сиэтла. Да, И Аллен тоже отсюда. да. Еще в штате Вашингтон находится центральный офис Амазона. Microsoft, Boeing, Nintendo of America, что для меня очень важно. Куча игровых компаний раньше была, сейчас они все постепенно это самое. Ну, то, что Nintendo здесь, это, в общем, и послужило причиной того, почему вы сюда переехали. Ну да, но еще Хэнк как бы открыл здесь офис. А он его открыл, собственно, из-за этого, Да. я понимаю. Ну, из-за этого, из-за того, что все-таки Сиэтл — это ближайшая точка от Японии в Америке. Там было очень много бизнеса с Японией, им приходилось часто туда мотаться, поэтому это было... Как вы относитесь к Илону Маску? Никак, я с ним не знаком. По-моему, это так, парень симпатичный, но он какую-то чушь все время несет. То чушь говорит, то очень умные вещи. Не пойму я его. То, что он там говорит по политике, но он явно, так сказать, некомпетентный в этом вопросе человек. Не профессионал. Поэтому чего его слушать? А про космическую деятельность его что думаете? Ну, клево. Это здорово. Нет, он, конечно, человек будущего, как вы и я. Вот. Я как бы верю вот во всю эту теорию и Быкова, и Арестовича, она мне очень по душе. Какая? Вот текущая война и то, что мы видим, это как бы схватка будущего с прошлым. И что сейчас в этой войне и в этом котле вот как раз кристаллизуются люди будущего. И вы, кстати, абсолютно вот типичный представитель такого будущего племени. Людей, которые любят горизонтальные связи, которые мало признают авторитетов, которые направлены на будущее и смотрят в суть вещей. Может быть, они не такие там добрые, хорошие, там религиозные и так далее, но поколение людей, которые выкристаллизовывает эта страшная борьба с абсолютным злом. Ваша мама работала с кино. Ну, она была журналисткой, она работала в журнале «Советский экран». Это был тонкий журнал с кучей фотографий. Единственный такой более-менее живой журнал в Советском Союзе. Она не то чтобы там занимала какие-то ведущие позиции, как правило, она вела такие второстепенные отделы, но, в общем, да, она занималась кино. Вы же благодаря ей увлеклись кино. Кино, да. Ну, была возможность. При редакции был маленький зал, мест на 20, наверное. Да. Они вынуждены были смотреться. Из Госфильмофонда завозили ленты. Ну и вообще, в принципе, если что-то выходило, профессионалы должны были знать. Поэтому я насмотрелся, дай бог как. Но самое главное, это были, конечно, фестивали. Московский. Да. О, я их посещал все. И я смотрел за фестиваль примерно фильмов 40-45. Это, в общем, по 8 фильмов в день примерно. Вот я первый раз попал в фестиваль, был 71 год. Вот первый раз, по нечетным годам был. И вот первые 2 фильма, которые я посмотрел, мне не поверить, значит, был «Изи Райдер» и «Конформист». «Изи Райдер» — это беспечный сдок. Да, и «Конформист» в одном сеансе. Вот с этого начался для меня фестиваль. После этого я
Вся моя жизнь была только там. О чем вообще думаешь, когда, живя в закрытой стране, в Советском Союзе, ты вдруг смотришь «Беспечный ездок»? Со всей вот этой жизнью американской дороги и американской свободы. Свобода, да. Это, в общем, фильм о свободе. Ну, как вам сказать, это, в общем, по-своему было ожиданно то, что ожидаешь. Как бы семья моя была диссидентская, поэтому у нас никаких иллюзий по поводу этой жизни, в которой мы жили, не было. Мы все прекрасно понимали, как устроена жизнь и как она устроена здесь. Поэтому, собственно, какого-нибудь там культурного шока и так далее не было. Но тогда сознание не оставляло даже щелочки относительно того, что вот к той жизни можно приобщиться. Мы как бы совершенно безнадежно находились в этом свинарнике и как бы, так сказать, себя... Ну, во всяком случае, мое было ощущение. Я даже и не мечтал о том, что я куда-нибудь когда-нибудь уеду или что когда-нибудь у нас изменится жизнь. То есть это вот была такая постоянная расстановка. Ну, по крайней мере, в моем сознании. Ну и в сознании, в общем, всех моих друзей и близких более-менее было то же самое. Так жизнь была устроена. Вот она состояла из этого, и вот такие были ее непреложные законы. Просто я пытаюсь понять, а что ты при этом чувствуешь? Ты посмотрел, что бывает по-другому. И возвращаешься к жизни, где этого никогда не будет. И тебя разве это не демотивирует на веки вечные? Да нет, ну как выходишь с сеанса, у тебя свои заботы, ты начинаешь думать о том, что тебе предстоит, как тебе добраться до дома, сесть на этот автобус или пройтись пешком. Ну, как бы ты включаешься в эту жизнь, из которой ты, собственно, особо и не выключаешься. И так и живешь. Тебе показали что-то про жизнь на Марсе. Ну, замечательно. Ты знаешь, что есть Марс, что там происходит такая жизнь. Ты о ней знаешь много, ты видел о ней много картин. И это реально так вот живут на этом Марсе. Но поезда туда не ходят. Вот. Поэтому ты как бы посмотрел про Марс и вернулся к себе. Многие снова заинтересовались «Тетрисом» после того, как вышел фильм. Понравился ли вам этот фильм? Честно говоря, да. Я очень удивился. Вы же видите, какой я этот кинопсих, как я ценю Феллини и Висконти и прочих. А тот фильм, который вышел, он, в общем, при всех его очевидных достоинствах, в общем, не Висконти, конечно. Вот. Я ожидал увидеть нечто более как бы ширпотребное. На самом деле фильм действительно получился. Явно он сделан с сердцем, с совершенно чудесной игрой актеров. Я обожаю вот этого Эрона, который играл Хэнка. Прекрасная, я считаю, блестящая роль. Мне очень понравился Никита, но тут я не могу быть объективен, он все-таки как бы играл меня. А самое главное, что несмотря на массу вот такого вот Голливуда там, эмоционально очень верен. Так сказать, в фильме очень точно и подробно воссоздается действительно вот вся эта деловая интрига, которая была вокруг прав на «Тетрис» для платформы ручных игрушек. Это действительно, так сказать, и Хэнк приехал, и Кевин Максвелл тогда был в Москве, и Роберт Штейн. В фильме показано, как ходит этот вот мрачный Беликов и на всех на них ругается. Но на самом деле мы виделись со всеми тремя и вели переговоры одновременно. Я правильно понимаю, что вы участвовали в написании сценария? Сценарий писал один сценарист, Ноа Пинк, но он с нами очень много консультировался подробно. Он нам присылал версии, всерьез брал наши замечания. Мы могли в любой момент, так сказать, поставить вето на этот фильм, поэтому, так сказать, с нашими замечаниями считались. Это по договору? По понятиям, потому что они не могли бы сделать фильм без нашего согласия. Это вещь нереальная. Нет, мы были в дружеских отношениях, и мы все как бы преследовали одну и ту же цель. Вот. Но ему необходимо было, в общем, сделать фильм интересным, это его работа.
она правдоподобна, потому что это наша жизнь. Так сказать, вот на этом пути мы всякий раз искали компромиссы. Ну и, в общем, как вы видите, мы их нашли, и картина вышла, на мой взгляд, очень неплохая. Просто, на мой взгляд, в этой картине так много клюквы, как я не видел довольно давно нигде. Я садился смотреть с огромным интересом, а потом был просто, и думал, может, это как бы вот в начале там что-то или что. А потом просто я понял, что это клюква до самого конца. И у меня возник вопрос, как такое возможно, учитывая, что вы участвовали в написании сценария? То есть если бы это снимали только американцы, окей. А все-таки их консультировали люди, которые еще и участниками событий были. Как вам сказать? Во-первых, основа удивительно правдоподобна. И на самом деле в 1989 году действительно произошел такой фантастический случай, когда... Не, это не обсуждается. Я про... конкретные примеры. Москва действительно так выглядела в 89-м? То есть там как будто сталинская Москва, а не Москва, которая уже перестройкой дышит. В паре эпизодов там, конечно, есть некоторое преувеличение. Но, в общем и целом, очереди за хлебом не было, но за овощами очереди не кончались никогда. Стиль съемок, к сожалению, фильм не снимался в Москве, снимался в другом месте, но стиль зданий и, так сказать, состояние улиц, машины, все это, так сказать, воспроизведено, с какой-то степенью достоверности. То есть сказать, что это там на другой планете снято, нельзя. Это, в общем, не Москва, но довольно похоже. Несколько моментов, например. Момент, где вы отдаете женщину в очереди, и вы подходите, Никита Ефремов подходит к ней и говорит, что там отдает ей то, что он достал в магазине, чтобы она не осталась голодная. Что тут комментировать? В Голливуде так делается, я не знаю. Существуют какие-то иллюстрации. А погоня КГБшников за вами? КГБшник не может... честно говоря, сейчас, особенно зная, что происходит на границе в России, то есть на паспортных контролях, и сколько людей отцепляет, я могу себе представить, что было в Советском Союзе. КГБшник не может догнать человека в аэропорту. В смысле, внутри аэропорта, когда шло преследование? Не может сделать так, чтобы тот не сел на рейс, тот, кого он преследует. Трудно мне сказать. Так сказать, вся история преследования двух уважаемых президента и вице-президента большой компании Nintendo, это, конечно, некоторое преувеличение, что и говорить, но тут уж надо идти до конца. Кстати, это была... Я поделюсь секретом. В исходном сценарии, который мы утвердили, была моя любимая сцена из этого фильма. В тот момент, когда вот уже все приехали в аэропорт, и они были готовы вот эти вот преследователи схватить, в этот момент мой персонаж вдруг начинает петь. «Коробейники». И весь аэропорт подхватывает, и вроде бы песня, и те там застывают или как бы оказываются растерянными. И в этот момент, значит, все три героя, Хэнк и американцы, они, в общем, умудряются от него ускользнуть. Мне это казалось настолько кинематографичным, метафора игры, которая вступилась за себя, должна была сняться. Но почему-то они предпочли более приземленный такой вариант этого преследования, который сделан. А что они пели бы? Коробейники. Пам-парам-парам-парарарарам, парам-пам-пам-пам-пам. Это основная тема Тетриса считается музыкальная во всех во всех версиях присутствует. Понимаете, Юр, все-таки, в этом фильме более-менее показано 2 года, жизни Тетриса, всяких дел вокруг Тетриса. И умудриться эти 2 года вместить в 2 часа фильма очень тяжело, поверьте. И без метафор, без каких-то таких иллюстративных вещей
которые объясняют зрителям, ну, в общем, довольно, относительно сложные вещи, если ты не специалист в такого рода бизнесе. Очень тяжело, поэтому воспринимать все буквально не совсем правильно для такой картины. Просто для многих из нас есть ориентир, который пару лет назад появился. Это фильм «Чернобыль». Не пару лет, 4 года назад. 4 года назад вышел сериал «Чернобыль». Я смотрел, я знаю. Который считается примером супер деликатного и профессионального отношения к стереотипам. А если проще сказать, они супер избежали клюкву. То есть они смогли все это сделать. И как будто они задали планку того, которую ты ожидаешь, когда ты, в общем, смотришь фильмы, в том числе про Советский Союз. А тут этого не было и близко. Ну, во-первых, это был сериал, а не фильм двухчасовой. Это другой формат. Во-вторых, фильм, который выходит в прокат, это все-таки развлечение. Я бы не назвал фильм «Чернобыль» развлечением. Это такая серьезная, духовная, я бы сказал, картина во многом. Это другой жанр. Еще одна деталь уточнения. Сцена с Хэнка и переводчицы Саши в семейных трусах, она существовала? Ну, нет, конечно. Окей. Я должен сказать, конечно же, существовало. О чем вы спрашиваете? Нет, Безусловно, так. Вот. Нет, я встречал эту переводчицу, была милая девушка, которая действительно такая совершенно адекватная, помогла ему там найти. Он тогда искал секцию ГО в Москве. Он хотел найти друзей, но его отвезли в шахматный клуб. Там ему раскопали какого-то игрока в ГО, с которым он сыграл прекрасно партию в ГО, но не сумел подружиться, потому что тот не знал ни слова по-английски. Ага. Саша работала на КГБ? Саша точно отчитывалась перед КГБ. Это в баню не ходи, потому что это был закон для всех россиян, которые, для всех советских служащих, которые имели дело с иностранцами. Отчет обязательно шел. О любой встрече отчет шел в КГБ обязательно. Но это не значит, что они были сотрудниками КГБ, они просто должны были отчитываться. Немножко разные вещи. Что насчет контактов с иностранцами в те времена? Вы как человек, который... Вы могли, вот просто встретив на улице американца, могли ли вы с ним пойти поесть блинов, попить пиво или что-то еще? Я сильно рисковал, я думаю. Даже если вы просто гуляете мимо метрополя где-нибудь и встречаете, разговариваете с человеком, который попросил вас узнать, как пройти? Нет, если я разговариваю с человеком, он спросил у меня дорогу, и я ему объяснил, наверное, все будет нормально. Но если я пошел с ним в ресторан, то я сильно рискую. Сильно рисковал. Я думаю, я не пробовал, и я не слышал, чтобы кто-нибудь из моих друзей попробовал бы так поступить. Но вот как бы форцовчики, которые там занимались дисками, джинсами, жвачкой, они, в общем, все время, так сказать, вот под статьей ходили на этих отношениях. Алексей, мы с вами в Сиэтле, где вы живете все те 30 лет, что уехали из тогда еще Советского Союза. Совершенно верно. Это скорее Бельвью. Сиэтл остался за озером. Как вам живется в США? Как вам живется дом? Ну, у вас есть какие-то проблемы, что-то вас раздражает, что-то вам не нравится. Но это ваш дом, вы его так и воспринимаете. Не хорошо, не плохо, это дом, это родной. Вот это вот мой родной дом, я здесь как бы живу. Я могу там порассуждать, рассказать вам, что там мне не нравится, что нравится, но как бы, я не знаю, сына, мать, дом, их как-то так не оцениваешь. Нельзя сказать, тебе нравится твой сын. Ну, конечно, он иногда меня в бешенство приводит, но понимаете, оценка за скобками. Но у вас произошло это переключение, учитывая, что приехали сюда взрослым человеком, но переключение в то, что это место стало родным, оно случилось. В общем, да, мне сразу здесь понравилось. Дети стали ходить в школу. Как бы это там появился свой дом. И действительно как-то это произошло незаметно. Я даже как-то и не мыслил, что я переехал. Я обнаружил, что я переехал, что я действительно вот уже
то, что называется, эмигрировал. Меня это слово меня поразило это слово через 4 года, как я сюда приехал, потому что вообще-то я сюда приехал работать по 3-годичной рабочей визе, но как так получилось, что через полгода ко мне приехала сюда семья, а еще через 3 месяца страна, из которой я уехал, перестала существовать. Поэтому я как бы продолжал жить, а потом вот действительно обнаружилось, что да, я вот здесь уже живу, и все это так. До отъезда вы работали в вычислительном центре. Одним из занятий, который составлял ваше рабочее время, это что-то типа Siri, только за много лет до. Распознавание речи, да, автоматическое, да. Я правильно понимаю, что изначально мысль была в том, чтобы ее использовать на истребителях военных? Ну, это была Академия наук, поэтому там занимались вообще, в принципе, теоретическими, как бы, так сказать, разработками. Какие различные подходы к этому распознаванию. Это часть, как бы, таких вот искусственного интеллекта области. В то время было мало памяти, в то время было очень медленное так сказать, быстродействие компьютеров, поэтому для распознавания использовался такой гибридный подход, то есть частично было собрано специальное устройство, ну, грубо говоря, такая решетка фильтров такая. Вот. Ну, и там мерились просто вот буквально на уровне, так сказать, электронно-спаянных схем какие-то речевые фонетические параметры речи. И вот в них приходилось разбираться, то есть это была такая очень еще кустарщина, очень кустарный подход. И при мне уже, вот я занимался этой речью, наверное, лет 5 или 6, просто придя из института, я еще в институте начинал этим заниматься, ну и потом много лет я ею занимался. На моих глазах, в общем, компьютеры выросли настолько, что стало возможным уже, ну, просто получить сигнал, и этот сигнал, так сказать, исследовать без дополнительного вот этого железа на входе. И после этого, так сказать, все, ну, более-менее пошло своим чередом. Но, к сожалению, вот, честно говоря, я ужасно не любил этим заниматься. Я даже диссертацию не написал, к своему стыду. Почему? Тошнило от этой вот эвристики, от этой возни с какими-то там черти как через коленку полученными там параметрами этой вещи. И вообще как бы это была акустика, и я делал инструмент для того, чтобы сделать инструмент. А не конечный продукт. Ну, конечно, да. И вот все это в совокупности как-то заставляло меня все время, так сказать, поглядывать на сторону. А что еще? Чем бы еще можно было заняться? Потому что программировать я любил ужасно. В большом материале про вас, кажется, Вайса, было про то, что КГБшники, когда приходили, ну, интересовались этой разработкой, им это было важно, в том числе для того, чтобы придумать инструмент, когда кто-то произносит одно конкретное слово, кого прослушивают, и потом включается запись. Нахождение ключевых слов в потоке слитной речи, да. Это была такая... Это была отдельная проблема, ну и, разумеется, для того, чтобы писать телефонные разговоры, это была, так сказать, важная разработка, безусловно. А как бы это работало? Что какой-то конкретный разговор пишется? Или, условно говоря, все пишут, ну вот, в идеальном мире этого продукта, ужасное слово «идеальный мир» в контексте прослушки, но что слушается какой-то разговор, но записывался бы он только, когда было бы какое-то ключевое слово, вбитое в задачу. Да. Ну, есть набор ключевых слов, он не может быть очень большим. И как только это слово произносится, сразу включается, и на проволоку это пошло писаться. Без конкретного человека, как в фильме? Ну, конечно, потому что это должно быть... там прослушивались буквально 1000 разговоров. Как вы относитесь к Советскому Союзу? Ой, ну это была кошмарная страна. Это самый страшный эксперимент вот времени модерна, который так счастливо закончился, и вдруг снова возник из небытия, и сейчас, в общем, приходит какой-то совершенно невообразимый, приводит страну к совершенно невообразимой трагедии. Я даже боюсь себе представить, чем все это кончится.
в этой 25-летней, да, 30-летней перспективе многие люди, рассуждая об СССР, сейчас видят довольно положительные моменты в нем. Там, хоть какая, хоть порочная, хоть глупая, хоть неправильная, но идеология была, сейчас вообще нет никакой, как бы это раз. Во-вторых, действительно, у людей были сформированы какие-то смысложизненные вещи вот внутри вот этого советской парадигмы. Сейчас никто об этом не думает и не заботится и так далее. Вот. Но все эти соображения, они действительно хороши по сравнению, но в тот момент казалось, что это было абсолютно полное воплощение человека как средства. Не цели, не задачи там, общества или каких-то институтов, а именно средства для существования государства, для существования всех этих институтов. Вот мы себя чувствовали буквально колесиками, пешками и именно средствами для существования этой империи. И чувство это было, что это абсолютно навсегда, без всяких альтернатив. Вот примерно такое ощущение жизни в Советском Союзе, которое я помню для себя. Вы за «Тетрис» не получали никаких денег с 86 по 96 год. Я ничего не путаю, что в одном из интервью вы говорили, что считаете это справедливым, потому что вы производили это все на государственной инфраструктуре, поэтому справедливо, что доходы получало государство. Я не помню, может быть, и был период, когда я считал, что в этом был какой-то смысл. Ну вот в смысле справедливости какой-нибудь или правильного порядка вещей в этом мире. На самом деле, я точно помню, что так я тогда не думал. В тот момент, когда игра получила шанс опубликоваться, пошли публикации, и когда, так сказать, вдруг я обнаружил, что, так сказать, вот игра вот-вот будет опубликована, я совершенно четко осознавал, что в некоторый момент в том или иной ситуации этот вопрос возникнет. Как мне компенсироваться, как мне заявлять, так сказать, некоторые права на эту игру и так далее. И я понял, что ситуация в стране и, так сказать, с правами и, так сказать, со всей ситуацией такова, что либо я начну бороться глотничать за свои деньги, за свою там долю в этих самых в правах, и тогда я как какой-то этот самый человек в вороньей слободке. Перестал себя считать человеком, а считал себя противной стороной. Вот. То есть посвятить остаток своей жизни именно, так сказать, борьбе за свои там, материальные права по этому поводу. Либо я могу, так сказать, give up, пожертвовать именно этой игрой и заставить всех вокруг работать именно на лучшую публикацию, то есть объединить усилия вот в этом положительном направлении, чтобы действительно игра была опубликована наилучшим образом. И использовать, так сказать, известность и, так сказать, качество вот этой вот публикации для того, чтобы спокойно потом публиковать другие тайтлы, другие игры, которых у меня уже было припасено штук, что с десяток, наверное. Осознанно решив, что я, так сказать, оставляю эти виртуальные деньги кому-то другому, да. Вот я считаю, что это было очень правильное и разумное стратегическое решение. Насколько правдиво, что в первых рецензиях на игру «Тетрис» писали: не является ли «Тетрис» частью дьявольского заговора, зачатого в зловещей империи, чтобы снизить производительность труда в США? Наверное, такие фразы были, но это был скорее сарказм над собой, потому что люди тратили на игру непропорционально много времени, как им казалось. «Тетрис», на мой взгляд, вот когда он появился, он сделал две довольно важные вещи.
вот своим существованием. Вот первая важная вещь, он как бы очень значительно снизил, так сказать, вот барьер, который был у людей перед персональным компьютером. Он действительно этому помог, и это отмечают все. Потому что доступный и простой. Какой-то дружеский, какой-то не призывающий тебя понимать какие-то эти бесконечные спредшиты, которые там не выкидывают тебе каких-то дурацких меню, в которых ты должен разбираться. Компьютер же был установлен как бы на рабочих местах. Это был твой рабочий инструмент. И он был чрезвычайно сложный, с ошибками все время одно и другое. То есть тысячи людей, так сказать, испытывали, так сказать, близкое к психозу состояние. От стресса. Когда их заставляли, да, работать на компьютерах. И тут на этой холодной машине, которая понимает только цифры, да и то их с трудом понимает, и непонятно, понимает или нет, вдруг появляется такой совершенно понятный стаканчик, в котором кружатся фигурки, который блямкает с удовольствием и так далее. То есть, поскольку это была очень популярная игра, вот этот вот барьер, он был действительно во многом, ну, по крайней мере, облегчен. А потом вторая вещь очень важная, что «Тетрис» немножечко сместил установку у людей к играм вообще. Я вот за свою жизнь встречал очень многих людей, которые, так сказать, если речь заходила о «Тетрисе», это, кстати, не каждый раз происходит. Абсолютно типичный вопрос. Я в компьютерные игры не играю вообще, знать их не знаю, то вот я играл только в «Тетрис». Вот такое высказывание я слышал очень-очень много раз. И это означает, что у этого человека в сознании игры — это нечто такое, ну, запретное, предосудительное, стыдное, что-то для детей и так далее. И чем ему заниматься негоже. Но вот только «Тетрис», он хорош. То есть «Тетрис» как бы вот эту вот стенку отрицания для себя игры у многих людей все-таки немножечко сдвинул. И вот если это действительно так, я не знаю, там, согласятся ли со мной ваши слушатели или нет, то вот это вот действительно некоторая вещь, которой я могу гордиться. Потому что я считаю, что игры — это совершенно блестящая деятельность для человека. Это вот будущее. Почему? Понимаете, вот в отличие от таких вот традиционных форм развлечения, как там чтение или смотрение телевидения, игра — это все-таки активное начало. В нем присутствуют ваши действия. И вы наслаждаетесь не тупым созерцанием, не потреблением того, что вам наживал автор до этого, а как бы собственной деятельностью, собственным. Вот эта вот активность, это как бы, мне кажется, что в этом есть так или иначе, в той или иной мере присутствует некоторый такой вот самообучающий, самосовершенствующий человека аспект. Поэтому вот игры я всегда ценю куда выше, чем все остальные виды развлечений. Ну, вот вкратце так. Вы когда переехали сюда, вас же вызывали на разговоры в ФБР из-за контактов с КГБ. Ну да, тетка одна пришла, очень милая, симпатичная тетка с глазами лайки такими, светлыми, так сказать, совершенно. Вот, симпатичная, она была очень вежливая, но как бы смотрела она сквозь нас совершенно. То есть я так понимал, что если что, она тут же вытащит. Ну, в общем, она вежливо очень попросила, проводила, так сказать, стандартные вопросы. Знаете ли вы что-нибудь КГБ? Приходили ли они к вам? Задавали там, как это было там связано и так далее. То есть, что вы можете сказать о каких-либо контактах с Комитетом государственной безопасности? Мне практически сказать было нечего. Жена, которая была переводчик там где-то на Олимпиаде и должна была писать там какие-то отчеты по поводу проведенной работы. Ну, она что-то там по этому поводу говорила, но как бы, по-моему, это все кончалось на отделе кадров в то время.
Вы переехали в Штаты в 91-м, а получать деньги от Тетриса смогли в 96-м. На что вы жили эти 5 лет? Ну, я получал зарплату у Хэнка. Как наемный сотрудник его компании? Да, такую скромную, но получал. Я в этот промежуток времени между 85-м и 90-м годом я издал несколько игр, и у меня... и мне за них приходили роялти, и я, в общем, чувствовал себя неплохо. В какой-то момент у меня, так сказать, наметился некий такой денежная дыра, поэтому я, так сказать, уступил Хэнку немножко прав в этот момент. Момент будущих прав. Я знал, что в 95-м все вернется. И часть этих будущих прав я ему за некоторую кэш уступил. Мы договорились. Уговорил я его на это. Я вообще все время живу относительно скромно. Ну, все относительно, но, как сказать, намного скромнее. Но, в общем, я как бы в этом смысле мне повезло с жизнью в Америке, потому что многие люди, приехав сюда, действительно, там идут по краешку, буквально денег не хватает. Русские ведь не любят занимать. Во всяком случае, раньше не любили. А не занимая деньги, здесь очень трудно, так сказать, с нуля начинать. Все американцы же в долгах, как в шелках. А для понимания, когда Тетрис стал приносить деньги и как? Когда вы смогли позволить себе дом купить в Штатах? Дом я купил почти сразу. У меня были накопления. Я в ноябре 91-го уже первый домик я купил. Я действительно там в тот момент были опубликованы еще 3-4 моих игры на Nintendo и на компьютерах. Вот вы переезжали во время, когда, это прям совсем открытие границ. Вы переезжали из того места, где, это сейчас мир глобален, тогда по-другому. Вещь бытовая, не бытовая, жизненная, которая вас больше всего удивляла? Где-то через полгода после того, как я здесь поселился, я словил гвоздя на дороге в колесе. Поставил запаску и решил, что, в общем, вечер потерян. Мне надо ехать на шиномонтаж и менять колесо. Я там разузнал, где ближайший шиномонтаж и как мне сменить колесо. Приехал на просто заправочную станцию, но, может быть, она была чуть-чуть побольше. Там еще один лишний павильон был. И вышел этот самый парень, так посмотрел, говорит, левая задняя. Я говорю, да. Ладно, говорит, готовь там. Сколько-то там, я не знаю, там $8 там с чем-то. И загоняй он туда. 2 пневматические отвертки в 2 движения там сняли мою запаску. Одним движением руки этот домкрат поднял эту машину. Я говорю, что через 10 минут я выехал с сделанным колесом, и большая часть этих 10 минут занял мой платеж. Просто там надо было карточку, там что-то не читалось и так далее. То есть по сравнению с шиномонтажом, который в то время был в Москве, это был действительно настоящий шок. То есть я так с открытым ртом оттуда и вышел. Это я запомнил на всю жизнь. В принципе, я стал богатым с акциями Microsoft. О, да. Вы работали на Microsoft 6 лет. Я не знаю, богатым, но так, в общем, состоятельным. Акции у вас был опцион. Да. Опять же, мне, поскольку у меня еще сохранялись какие-то такие подкожные накопления, да и от Тетриса немножечко денег капало, я не вынужден был занимать деньги. Все, кто живет так на кредитную карточку, они тратят гораздо больше, чем человек, которому удается избежать долгов. Ни одной копейки, ни одной кредитной компании за свою жизнь не заплатил. И дома, и квартиры вы покупали без кредитных средств? Нет, на квартиру, и как это называется по-русски, ипотеку я взял, да. Но это нужно просто по... Для credit score? Нет, немножко для credit score, конечно, но в основном для того, чтобы иметь налоговые послабления сильные. Но за дом я платил один раз и расплатился с этой ипотекой даже раньше времени.
то, что вы, уже получив права на Tetris, потом пошли наемным работником в Microsoft через несколько лет, правильно я понимаю, что обретение всех прав на Tetris, оно не сделало вас мультимиллионером? Оно не сделало вас человеком, который не может думать о деньгах больше? Не должен думать о деньгах? Я вообще мало думал о деньгах за всю свою жизнь. Да, нет, я, конечно, заботился о своей зарплате, я аккуратно и с большим азартом вычислял все эти stock-options и так далее. Ну, в Microsoft большая часть дохода приходит в виде этих самых вот stock-options. Опциона на акции, я бы так назвал. Ну, там действительно вдруг я там работаю, занимаюсь любимым делом, так сказать, а мне еще за это и деньги платят. Вы представляете, какое счастье? Пока не начинаешь готовиться к интервью с вами, есть ощущение, что автор Тетриса, который там с трудом, не сразу, но все-таки обрел права на свою игру, это мультимиллионер. Это человек, состояние которого десятки миллионов долларов. И который вообще может не думать о там, деньгах, работе или чем-то еще. А если у вас миллионы долларов, вы должны думать о деньгах? Конечно. Да, миллионы мало, а десятки миллионов уже много. Ну, просто в этом есть какая-то категория. Где это? Нет, смотрите, мы находимся в Соединенных Штатах Америки, где там просторное жилище стоит там, от 1 миллиона до 2 миллионов долларов. Вот. Это значительно выше, чем более-менее... чем в большинстве стран мира, скажем так, где в целом жизнь дорогая. И поэтому наличие 1, 2, 3 миллионов долларов, к сожалению, не делает тебя здесь человеком, который может не думать о деньгах. А все-таки десятки миллионов — это уже немножко другая категория. Ну, Юр, вы учтите, что мы говорим о разных миллионах, если мы говорим 20 лет назад и сейчас. Я вам хочу сказать, что моя цель и моя задача никогда не было там выпендриваться, носить там какие-нибудь там дорогие часы, чтобы все там рот разевали, или там, я не знаю, одеваться у лучших портных. Я себя вполне уютно чувствую, когда я, ну, так сказать, вот одет, как мне нравится, живу, как мне нравится. Но я и не люблю считать деньги. Вот, так сказать, ситуация, когда я там думаю, пойти мне в ресторан или не пойти, вот эта вот ситуация бы меня страшно раздражала и была бы для меня очень мучительной. И надо сказать, что вот тот коридор, который я вам про себя описал, он очень широкий. И я практически, сколько себя помню, всегда в нем и находился. Но если бы вы вдруг захотели завтра купить яхту, вы бы смогли бы себе это позволить? Ну, знаете, как у Путина, нет, наверное. Но как... Ну, там за много миллиардов долларов там еще все время 700 показывают. миллионов, кажется, да. Да, вот такую, конечно, бы не смог. А какой-нибудь кораблик для озера, может быть, бы и смог. Но, честно говоря, вот как-то, понимаете, вот я как-то вот такое вот мужское обожание, там, скажем, автомобиля у меня есть. А вот к водному транспорту меня как-то совершенно не тянет. Вот не знаю, что-то во мне неправильно. Вот там смотришь на машину, думаешь, на ней бы я прокатился. А смотришь на эти лодки, думаешь, не мое. На какой машине вы мечтали бы прокатиться? Ну, я считаю, что у меня самая лучшая машина в моей жизни сейчас. Вы ее снимали. «Моя рыбка». Мы узнали, что вы придумываете машинам имена. Конечно. Как можно ездить? Это же от этого зависит ваша жизнь, как вы можете с ней не разговаривать ласково, как бы не называть ее обязательно. Самую первую свою машину в России я ненавидел. Я называл ее «Белая Бош». Двойка, «Жигули». Это из песни Галича. У него есть там где-то такие слова о том, что вот... Она была всегда такая грязно-белая, вот такое ощущение, что на нее вот этот грязный лагерный снег все время нападал. Еще была мышка. Это была Honda Civic Wagon такая. Первая, серая вся. Потом был Максимыч. Очень я его любил. Это Nissan Maxima? Да. Мы даже отметили ее 50-мили. Поехали в ресторан. Приехали к ресторану и перескочил 50 тысяч миль. Так, тук. Ну, реально, как человека. Потом у меня была большая машина такая, чудище я ее звал. Это уже 8-цилиндровая была машина. Lexus LS.
Вот. Но она была немножечко я чувствовал себя в ней излишне буржуином. Все-таки я ее купил, кстати, очень интересно. Я ее купил 29 февраля 2000 года. Вот она приехала, вот у нее была такая замечательная дата тройной невязки по календарю. Но я не буду занимать ваших случаев этих самых. Дело в том, что это был високосный год, который случается раз в 400 лет. Почему? Значит, високосный год наступает каждые 4 года. Да. Но на самом деле год длится не там 364 дня, 6 часов и так далее, а длится 5 часов 54 минуты. То есть раз в 100 лет високосный год надо отменять. Но тогда вот точное время вот этого года опять становится неточным, поэтому раз в 400 лет его все-таки надо проводить. Поэтому алгоритм вот точного вычисления високосного года очень сложный. Из-за этого, кстати, разошлись два календаря. Вот русский старый стиль, потому что от Рождества Христова прошло 14 веков. За эти 14 веков накопилось 14 дней вот этой невязки, потому что они каждый год високосные отмечали. Они тогда, у них не было такой точности. А по звездам они в какой-то момент стали наблюдать, и обнаружилась эта невязка. А кто еще после этого? А после этого вот пришла Тили-Тили, вот первая моя Тесла. Тили-Тили Тесла я ее звал, но как бы там имя надо было дать короткое, вбить имя машины там внутри. И я набрал, что она звалась Тили. А потом мне пришлось сменить, я вот сейчас езжу на рыбке. А почему это вас заинтересовало? Разве другие люди так не делают? Ну, я редко таких встречал. Ну, может быть, потому что наша жизнь в Сиэтле, у нас практически нету, почти нету такого нормального public transportation. Я, по-моему, за 30 лет в автобусе вот здесь проехал один раз, понимаете? Мы все на колесах, то есть мы иначе не передвигаемся. Поэтому, наверное, то, куда ты садишься, это довольно важное место. Одним из тех, кто помогал делать «Тетрис», был Владимир Герасимов. Как вы его сами называете, гений 16-летний. Да. Парень, который проходил практику или стажировку в вашем институте. И его вам привели, и он помог вам сделать версию для ПК. Попортировать версию, которая вот у меня была на этой электронике, перевести ее на IBM PC, да. Правильно ли считать, что вот без этого портирования «Тетрис» не расползся бы так, сначала по соцблоку, а потом бы не стал известен на Западе? Мне трудно судить, об истории в сослагательном наклонении бессмысленно говорить, но, наверное, бы это рано или поздно произошло, но тогда бы там кто-нибудь там состряпал эту версию не под моим контролем, какая-нибудь лажа бы случилась и так далее. То есть, в каком-то смысле его роль была важная, да. Спустя годы Герасимов написал: «Пажетнов заехал ко мне домой и попросил срочно подписать бумагу, чтобы получить для нас много денег от игровых компаний. Он не оставил мне копию бумаги. Насколько я помню, в газете говорилось, что я согласен требовать только портирования «Тетрис» на ПК, согласен предоставить Пажетнову право заниматься всеми деловыми вопросами и отказываюсь от любых вознаграждений, связанных с «Тетрис». Я не совсем был согласен с содержанием, но доверился Алексею и все равно подписал бумагу. Через несколько месяцев мое имя исчезло из всех недавно выпущенных версий «Тетриса» и всех документов, связанных с «Тетрисом». Как вы можете это прокомментировать?» Вадимчик подписывал мне 2 бумаги, поэтому, собственно, о какой именно бумаге он говорит в этом вот в своем высказывании, я не знаю. Вдруг вышла газета «Вечерняя Москва» в какой-то момент, когда уже версия была готова, уже существовала и была выпущена, вышла ужасно хвалебная статья про Вадимчика. Исключительно про него в «Вечерней Москве» рассказывалось про гениального школьника, который придумал игру «Тетрис». Это, так сказать, все на него молятся, это будущее там всего. Но такая очень хорошая хвалебная статья про него. Но там была написана явно неверная вещь, которая обещала мне
страшную головную боль на всю мою оставшуюся жизнь, потому что там было литерально написано, что он придумал игру «Тетрис» и ее сделал. За это его все любят и уважают. Поэтому мне от него потребовалось как бы опровержение этого факта. И это опровержение я, так сказать, пришел с газеты и говорю: вот, Вадим, так и так, случилась такая история, мне нужно, чтобы ты подтвердил, что в этой газете искажены факты. По-моему, то ли я от своего имени написал это опровержение и попросил его подписать, то ли наоборот. Но вот эта бумага у меня есть, и даже, по-моему, где-то валяется в пыльной кладовке. А вторая бумага была более серьезная. В некоторый момент от меня потребовалась, собственно, бумага, объясняющая происхождение «Тетриса». Я такую бумагу составил, и она явилась основанием для вот всех последующих судов, вот там Nintendo с Тенгиным и так далее. То есть вот эта бумага устанавливала происхождение «Тетриса». Я написал, что я сочинил эту игру для машины «Электроника 60» в таком-то году. Я ее еще, кстати, посылал на конкурс компьютерных игр в Зеленоград. Заняли второе место. Да, и там она заняла второе место. Об этом тоже в этой бумаге говорилось. И я не помню точно, говорилось ли что-то вот про PC-версию. Может быть, и говорилось, что она была написана совместно с Вадимом Герасимовым, потому что я его попросил написать все верно Герасимов. В конце. Видимо, в тексте было упоминание о нем, но я боюсь сейчас соврать, не помню. И там было черным по белому сказано, что данной бумагой я гарантирую все права на эту игру вычислительному центру, за исключением права на мерчендайзинг, вот на эти всякие ерунду. Футболки сувениры. Да. Вот, что на 10 лет я передаю все права на эту игру вот вычислительному центру Академии наук. Больше там ничего не было сказано. Ни о Вадимовских правах, ни о чем другом. И действительно, поскольку, видимо, тот факт, что он помогал ее портировать на PC, видимо, было отражено в этой бумаге. Вот. Он написал все верно, Герасимов. Так сказать, на что тут обижаться, я не очень понимаю, потому что действительно он в качестве практики получил задание портировать игру на PC, занимался этим, мы с ним вместе занимались этим, я не знаю, месяцев 7, в прекрасных были. Да я до сих пор с ним, я считаю, в хороших отношениях. Вы общаетесь? Нет. Как бы он в другой... Я даже не знаю, где он живет. Какое-то время он жил в Австралии, как я понимаю. Вот я помню, что я с ними последний раз виделся в 94 году, когда первый раз приехал. Мы как бы на очень хорошей ноте расстались, пообщались что-то, и это самое. Обиды с его стороны не было на то, что его нет среди разработчиков? Во всяком случае, он ее не выражал. Дело в том, что как бы первые версии «Тетриса», которые были изданы, они вообще не упоминали никого. Вот первые 13 версий «Тетриса» на всех домашних компьютерах, на Commodore 64, на Синклере и так далее, вот на всех домашних компьютерах, которые вышли, там вообще не было титров и авторов, и разработчиков и так далее. Вадим действительно к ним не имел никакого отношения, потому что эти версии были написаны с нуля, и они были просто по игре восстановлены. Вот, то есть их писали какие-то люди, которые, я не знаю кто, так сказать, они даже не портировали, они делали реверс-инжиниринг игры. Вот. А Вадим, в общем, был занят на технической части. Как бы по содержанию игры он, в общем, действительно, так сказать, в ней участие, по сути дела, не принимал. И он всегда это отмечал, насколько я помню. Что он действительно, так сказать, он потратил много часов, он сидел со мной, мы действительно там это самое. Но он четко следовал моим указаниям, что сделать. Он, так сказать, программировал это дело. А как сейчас это устроено? Вот, допустим, если человек делает примерно ту же работу, которую делал Герасимов, например, в Microsoft делает какую-нибудь игру, да. И вот там вот такой же участок работы делает некий разработчик, то будет ли он получать роялти с игры?
И будет ли он указан в титрах, назовем это так? Ну, насчет роялти Microsoft их вообще, по-моему, никому никогда не платит. Ну как, здесь действует как бы такое натуральное право. Если ты что-нибудь вложил в, в содержание, то, естественно, ты ожидаешь за это какого-нибудь признания. Если ты сделал техническую работу, то признание получает тот, кто сделал содержательную работу. Тут как бы я даже не знаю, существует ли какое-нибудь по этому поводу особое законодательство. Просто если не погружаться, то вот если иметь такие представления о Тетрисе, о его создании там, на основе там, Википедии и каких-то обрывочных сведений, то многие считают, что Пажетнов отцепил или кинул Герасимова. Не знаю. Если Вадимчик так считает, то мне его очень жалко, потому что он пришел и получил от меня, так сказать, готовый и вылизанный код игры, которая играет на электронике. Играл на электронике 60. И я был совершенно поражен, когда он через 5 дней пришел и показал мне вот ровно эту же версию, как бы вот с этими скобочками, совсем абсолютно точно идущую и играющую на IBM PC. Я был поражен, потому что между двумя этими компьютерами не было вообще ни одного общего носителя. Как он умудрился расколоть формат и понять, как там все устроено, я совершенно не мог себе представить. Вот. И потом, я говорю, давай там сделаем. Я тогда, у меня PC не было в доступе, и я не очень знал там всей этой операционной системы. Я просто с ней не работал на этом компьютере. Потом я стал на нем работать, освоил. Но в тот момент не было. А Вадимчику, как бы, ему выдали такой компьютер. Он там всех поражал знанием операционной системы и умением там что-то сделать. Он там действительно на него там все чуть ли не молились в вычислительном центре. Настолько он это все чувствовал здорово, эту машину. И какие-то мог серьезные проблемы, затыки людям помогал решать. Я ему говорил, да, давай вот эти цвета, давай вот эти. В основном мы столкнулись с кучей чисто технических проблем. Там, с таймером приходилось там эти миллисекунды вытаскивать прям буквально из чипа, там, из глубины. Сколько мы сил потратили вот на такие какие-то совсем ежедневные такие вот мелкие мелочи, чтобы версия все-таки, так сказать, нормально работала. Но, вот. Завершая, да. Ни разу он не предъявлял вам спустя годы личные претензии? Мне лично нет. Но вот он в интервью как-то это самое. Я помню, что я читал вот книжку, в котором, так сказать, рассказывается про его интервью. Единственная претензия, которая, может быть, могла иметь место, он говорил, что в какой-то момент, работая вместе, мы как бы, по его мнению, образовали как бы такой вот союз. И вроде бы там как бы у нас были совместные планы вместе делать всякие игры и, так сказать, работать вместе над играми. Чего потом не случилось. Там был он, был я и был такой Дима Павловский еще, как бы его начальник. Вот. И Дима был совершенно гениальный геймдизайнер. У него просто изумительная игра. Он потом «Штурмовик» сделал игру такую в Лондоне. Но мы с ним поссорились, как бы с Павловским. По другому поводу просто. Вот. И перестали разговаривать друг с другом. И как бы все это распалось. И я как бы даже и не помню, чтобы я там брал на себя какие-то обязательства делать с ними игры. Вот как-то у Вадима осталось ощущение, что мы вроде как договорились, и я обещал. А я помню об этом, что, может быть, я и обещал, но, честно говоря, воспоминания эти очень сумбурные, очень такие смутные. Думаю, что нет. Я думаю, поссорились и разбежались в разные стороны. Что такое? Какую роль в создании «Тетриса» играл Владимир Похилко? Никакой. Володя был моим партнером много лет, но мы с ним познакомились, когда «Тетрис» уже был. Обе версии были
Может быть, мы были представлены друг другу на какой-то этой самой тусовке немножко раньше, но мы стали с ним вместе работать и действительно познакомились. В тот момент, когда нас нанял Диалог двоих на изделие игры «Магнитный кран», а в этот момент как бы «Тетрис» уже существовал полностью. Потом, когда мы вместе переехали в Штаты, сюда, он принимал как бы участие, нас вместе «Спектрум Холобайт» пригласил, и мы делали какую-то совершенно безумную, провальную последовательность «Тетрис», который назывался «Тетрис 3» или «Супер Тетрис» или что-то в этом роде. Какая-то игра, которую делали 50 человек коллективом, вот весь «Спектрум Холобайт», и мы с Володькой еще приехавшие туда. И, видимо, мы все вместе, все 50 человек попали в эти титры. Вот. И игра провалилась, так сказать, не успев выйти. Вот, и все они забыли. Но вот это единственный прецедент, когда он какое-то косвенное отношение к «Тетрису» имел. А так нет. Делали очень много других игр вместе. Практически вот все игры для вот этого вот Microsoft Entertainment Pack, так сказать, мы все вместе сделали. И то, что было издано на Nintendo, вот на Famicom и на японских компьютерах Хэнк издавал наши игры. Вот это мы все делали вместе. В Штатах вы какое-то время работали вместе, а потом разошлись по компаниям. У него была своя? Нет, мы как бы по сути работали вместе. Мы все вместе обсуждали, мы все вместе делали, но как бы в какой-то момент мы поняли, что нам легче будет жить, если мы будем жить в разных штатах. Вот, мы раскинули карту Америки, я говорю, выбирай, где ты хочешь жить. Он не выдержал и выбрал Калифорнию. Ну, а я остался в Сиэтле. Вот, и мы, так сказать, практически каждый день созванивались. Я там на 20 дней с месяца проводил в Калифорнии у него и так далее. То есть мы были очень близки все эти годы. Потом он стал президентом вместо меня. Вот. И он заботился об аниматеке, который вот тогда сильно сдал в 96-м году, а я уехал сюда. Он мне прислал команду из аниматека, о которой я тут заботился, пока они заканчивали Элфиш для какой-то фирмы здесь. Вот. То есть мы продолжали, в общем, общаться до самого конца. Как вы узнали о том, что произошло? Произошла чудовищная история, когда ваш друг, товарищ, он сначала убил свою жену, потом детей и потом себя. Ну да, согласно версии расследователей, было все именно так. До этого за 3-4 дня мы с ним обстоятельно разговаривали, там часа 3 по телефону. Буквально ничто не предвещало ничего и никак. Все время общались, он даже помогал мне с Mind Aerobics, я ему там помог немножко денег на Microsoft подработать, нанял его там на изделие уровней в то время. Вот, а потом вдруг, как гром среди ясного неба, это произошло, и все. Давайте о чем-то другом поговорим. Все-таки два вопроса. Вы сказали, согласно данным расследователей. Вы сомневаетесь в этой версии? Я не знаю, что и думать, поскольку то, что произошло, не то, что не похоже на Володю, а это не похоже вообще на то, что какой-либо человек из мне известных на это способен. Поэтому я, честно говоря, до сих пор не знаю, что и думать. А у него были финансовые проблемы к тому моменту? Просто когда об этом пишут... Были серьезные финансовые проблемы у аниматека, и он все время жаловался и страдал, но я бы не сказал, чтобы это были там какие-то совершенно безнадежные проблемы. Но обычный страгл, так сказать, любой компании такого рода. О его персональных финансовых делах я не знал, но он купил дом, путешествовал, выписал семью, жил там с женой, с сыном, с собакой, все было нормально. Никаких внешних признаков какого-нибудь серьезного обнищания не было, но это же Америка, никто ничего не знает. Правильно ли я понимаю, что за современными играми вы не очень следите?
Ну, я и сам играю немножко в пазлы, но, так сказать, большие тайтлы нет, не отслеживаю. То есть выход Atomic Heart, например, он мимо вас прошел. Не, мимо меня полностью. У вас был долгий период, многолетний, когда вы играли в World of Warcraft. Случилось это случайно, меня на нее подсадили, и она вызвала, после того, как я чуть-чуть поиграл, она у меня вызвала интерес как у дизайнера, как у разработчика. Вот мне было ужасно интересно посмотреть, как они продумывали миссии, как они сочиняли истории, как они в эти истории там включали своих вот этих NPC, персонажей и так далее. И постепенно я увлекся, игра-то очень увлекательная, и я проиграл ее как дизайнер. То есть я начинал играть, когда еще максимальный уровень был 60, и я довел 3 персонажей до 60 уровня, потом еще 4 персонажей я довел до там 100 уровня. Большой гребенкой вот всех специальностей в игре, всех рас, всех возможностей прошел практически по всем возможным миссиям. Так это меня интересовало, но потом я просто подсел, как говорится. Это прям зависимость была? Ну, видимо, да. Я как бы не был, у меня не было других каких-то, так сказать, серьезных обязывающих занятий в этот период моей жизни, поэтому я спокойно тратил свое время. У меня его тогда на все хватало. Как вы закончили? Ну, они испортили игру, к сожалению. Там у них пришло очень много китайских пользователей, и они вынуждены были сделать такую новую китайскую страну, на которой все сосредоточилось. После этого они потеряли игровую изюминку в игре. То есть она свелась просто к каждодневным, очень скучным, как работа, вот таким вот таких миссиях, которые как на работу ходишь и делаешь только для того, чтобы там в какой-то момент получить какую-то маленькую штучку, которая тебе непонятно зачем и нужна. Я правильно понимаю, что ваша работа сейчас — это компания Tetris, а то, чем компания Tetris занимается, это такая вот забота об игре, назовем это так. Основная ваша деятельность — вы просто выдаете лицензии тем, кто что-то хочет с Тетрисом делать. В общем, правильно. Но в мои, так сказать, неартикулированные обязанности еще входит там с кем-то встречаться, давать интервью, рассказывать, иногда смотреть версии. Ну, в общем, участвовать в пиаре. Как это выглядит? Например, PlayStation хочет, чтобы на новой модели их приставки был Tetris. Они приходят к вам и говорят, что мы хотим права, вы называете стоимость, и они могут выпускать ее на приставке. Нет, и мы еще должны убедиться, что качество их продукта отвечает стандарту. Ага. ГОСТу. Ну, да. ГОСТ. Бывает ли такое, что люди готовы принести Понимаете, вам? все-таки мы постарались, чтобы какие-то вещи в Тетрисе были стандартизированы. Ну, например, цвета фигурок. Мы в самом начале очень мучились с этим, потому что поначалу, так сказать, когда никто за этим не следил, разные версии были с какими-то огрехами, с другими огрехами. Это все было не смертельно, но случилось 2 таких очень популярных линии в Тетрисе было. Одна линия была вот такая более-менее стандартная версия, которая всем известна, это вот Game Boy. А вторая версия того же Тетриса была на Сейге, на аркейдах, на игровых автоматах. Вот там тип играния был другой. Там, когда они балансировали игру, они оставили довольно большое время на то, чтобы манипулировать куском после того, как он приземлился. В самой игре, если ты коснешься, то вроде бы кусочек должен застыть в этом месте и появиться другой. Но иногда в последний момент надо его подсунуть. То есть там есть некоторое время, когда он уже приземлился, но еще не застыл. Ну, именно поэтому вот в такие вот кружочки можно вставить. Да. Вот. И вот это вот время на Сейге, на автомате, на игровом автомате, было довольно большое. Поэтому там сложилась совсем другая манера игры, другой стиль игры. Они сразу бросали и потом начинали уже по профилю елозить с куском, стараясь его уместить.
Вот, в то время как в версии, так сказать, геймбоевской вы как бы все-таки кусок в основном настраиваете в полете, а потом его уже в нужной позиции бросаете. Чтобы примирить эти две версии, пришлось, в общем, очень сильно изгаляться, и все это нашло от наше отражение в стандарте, и уже с тех пор мы как бы стараемся, чтобы подобные случаи больше не повторились, то есть стараемся, чтобы все вот такие стандарты, даже в таких вот не очень видных мелочах, были соблюдены. По Тетрису проводятся чемпионаты. Есть видео, которое сейчас, кажется, 18 миллионов просмотров. Ссылка тоже будет в комментарии. Правда? Да, чемпионат по Тетрису. Там не оторваться. Там играют два профессионала, но оторваться от самой игры невозможно. А комментарий идет? Да, и комментатор, то, как там, когда какой-то ход, как он закрывает, и они радуются примерно так же, как, ну, может быть, не голу в футболе, но хорошему броску в баскетболе. Это, конечно, очень смешно. И классно смотреть. Я правильно понимаю, что организаторы таких чемпионатов тоже должны купить у вас лицензию? Думаю, что нет. О. Нет, они организуются сами, они используют стандартную версию, они используют старую NES-версию, кстати. Но они меня пригласили, я там был. В общем, наш блессинг, как бы наше одобрение у них есть. Ага. Конечно, мы в этом во всем заинтересованы. В 2017 году ваш сын Дмитрий погиб в горах. Чем он занимался? Ну, он одновременно учился на врача, уже начинал учиться. И до этого он долгое время работал фельдшером и одновременно патрулером на горнолыжном спуске около озера Таха. Патрулер контролирует порядок. Ну и медик одновременно. То есть он там спасатель, помощник и медик одновременно на горе. Вот. Он очень хорошо катался на лыжах, практически профессионально. И вот, приехав домой, как бы к нам погостить, он пошел на самую большую гору. У нас вот гора Рейнир в штате. Она очень высокая, это было в июле, там еще был снег на вершине. И вот они с приятелем оттуда спускались, там внесли лыжи на руках очень высоко. И оттуда спускались, он попал в расщелину и не увидел расщелину. Довольно простое место по отцу. Вот, и его не стало там. Это была суровая расщелина, в общем, 2 месяца не могли даже извлечь тело. Мы его похоронили в сентябре, после июля. Вот, ну, как... В общем, такие вещи случаются у людей. Есть сайт его памяти. Да. Там его фотографии, и там видео с вечеров памяти, которые проходят. Угу. У него было очень много друзей, и они каждый год у нас, 2 раза в год, на его день рождения и на этот день. Ну, так, да. Мы гуляли по парку сегодня с вами, снимали. Есть традиция, она в том числе в Россию в какой-то момент пришла, когда лавочки именные, и многие, какие-то из них по радостному поводу, а какие-то в память о ком-то. Такая же лавочка у вашего сына есть? Да, на его любимом пляже, недалеко от нашего дома, куда он все время бегал купаться, когда случалось приехать домой. Вот. Это была его любимая лавочка, и мы действительно сделали эту вот плашечку, там, привели в порядок лавочку или построили новую, я не помню точно, что было. Вот. И до сих пор если я и купаюсь, то люблю ходить туда, потому что там написано «Маша плюс Петя равно любовь» по-английски. В общем, вокруг этой надписи, в общем, какая-то жизнь теплится вокруг этой плашки. Вот. Какие-то граффити, что-то вырезано, в общем. Ну, такая нормальная человеческая лавочка, какая она и должна быть. То есть, когда ее расписывают или там, ножиком на ней что-то выпиливают, вас это не напрягает, а наоборот? Наоборот, да. Я так чувствую, что жизнь как-то теплится вокруг этого места. Это не то, что пьедестал там какой-нибудь. Мы говорили с вами про Microsoft. Пересекались ли вы с Биллом Гейтсом? Да, 2 раза.
в принципе, не то, чтобы мы с ним, так сказать, вась-вась были. Он устраивал в то время, когда вот я работал, он каждый год устраивал такое ревью отделу, рассматривал все основные... Ему устраивали презентации основных вот продуктов, вот это. Показывали. Ну, и в частности, я ему один раз показывал вот этому свою Mind Aerobics, а другой раз я ему показывал вот свою Пандору. И Пандору... Я до сих пор, наверное, его где-то храню. Он мне прислал на 4 страницах отчет по игре, да. Он ее всю проиграл, решил все там 100 головоломок в этой самой, и послал мне абсолютно такой вот тест, playability тестера, отчет тестера по playability. Он написал, он четко мне сказал, какие ему не понравились, что его смутило там, что ему смутило с тем, что ему понравилось. 4 страницы у меня есть письмо. То есть Билл Гейтс сел за компьютер. И проиграл мою игру всю. Это окей. В этом ничего необычного. И потом он сел за свой компьютер и 4 страницы текста написал своего опыта юзера. Ну, может быть, он играл и писал одновременно, там, я не знаю, как это было, но вот это вот письмо у меня есть. Круто. В фильме «Тетрис» коротко упоминается ваш отец. Расскажите о нем. И насколько та история, которую вы там рассказываете про него, близка к правде? Ну, она далековато от правды. Он окончил философский факультет, был таким, ну, более-менее серьезным, как бы, журналистом, писателем. Но пробыл он им недолго, потому что где-то в 65-м году, в 66-м, он подписал письмо в защиту серьезных диссидентов. И как бы сам попал в эти диссиденты, его выгнали там из партии, с работы. С тех пор он ни одного дня больше нигде не работал на государство. В общем, писал сценарии только для студии научно-популярных фильмов в основном. Умудрялся как-то тихой сапой выпустить какие-то, в общем, небольшие книжки, штуки 2-3. Был таким не то чтобы уж очень активным социальным деятелем, но был таким тихим диссидентом всю свою жизнь. Вам это передавалось? Конечно. Ну, все мои воззрения о жизни, о совке, о марксизме, ленинизме, все было взято абсолютно от него. И я там именно этими идеями всю жизнь жил, питался и как бы их придерживаюсь до сих пор, наверное. Хотя чуть-чуть все изменилось уже с этой перспективой. Как вы встретили начало войны России и Украины? Ну, как полный кошмар. Помимо общей депрессии, стыда за страну и за все остальное, я еще потерпел некоторое личное фиаско в этой ситуации. Потому что я всю жизнь как бы придерживался такого общерусского интеллигентского как бы положения, что политика — это дело грязное и, так сказать, не царское это дело в него соваться. И я никогда в жизни не голосовал, в политике не интересовался никакой, ни в Америке, ни в России, ни в Советском Союзе, ни в России. А новости не смотрел практически никогда, только случайно. Совершенно был не в курсе и абсолютно отделил себя от всяких проявлений социальной жизни. Мне это было как бы совершенно неинтересно. Мой большой друг Хэнк постоянно меня в этом упрекал. Он такой человек социально активный. Но я как бы всерьез его упреки не принимал. И вдруг мне так бабах, и говорят: вот смотри, вот ты за это за все в ответе. Потому что так жить в этом обществе нельзя. И мне нечем крыть, мне нечего сказать в ответ.
То есть вы разделяете мнение, что вот аполитичность людей, в том числе, к катастрофе привела? Да, абсолютно. Я вдруг это осознал, и я не могу внутри себя даже найти себе оправдание этому. Поэтому я сейчас пробую понемножку как бы там все-таки в эти дела въехать. Вот ваши ролики стал смотреть, к примеру, и другие. Давайте сразу уточним. Мы точно не главный источник информации по этой теме. Ну, не информации, но, по крайней мере, там мнений и, так сказать, нужных интервью с нужными людьми. Через несколько месяцев после начала войны вы сделали заявление. Я обращаюсь к вам, мои друзья и коллеги. Грязная кровавая война, которая идет сейчас в Украине, настолько ужасна, что никто не может остаться в стране. Бездушный сумасшедший диктатор, затеявший это зло, является военным преступником и будет остановлен и осужден. Очень грустно и стыдно, что большая часть людей в России до сих пор этого не понимает. Я уверен, что Путин и его ненавистный режим падут. И в Украине, и, надеюсь, в России восстановится нормальный мирный уклад жизни. Вы надеетесь, что падет? Да, конечно, а куда же ему деться? Он падает, он уже падает, по-моему. Ну, неизвестно, сколько он, правда, будет падать. Допустим, сейчас все еще есть программисты или разработчики, которые не ответили себе на вопрос, нужно ли уезжать из России. Я говорю вот именно про категорию людей из вашей профессии. Что бы вы им посоветовали, если бы они к вам пришли за советом? Да нет, надо оттуда нестись со всех ног сейчас из этого места. Там как бы совсем ничего не светит. А уж с современными санкциями это как бы совершенно безнадежно. Никакой перспективы. Ни жизненной, ни карьерной. О чем вы говорите? И финальное. В чем сила? Как бы сила — это не мой конструкт, я не знаю, в чем сила. Я думаю, что сила все-таки в добре, в вере в добро.